Уже в аэропорту Анталии по прилету от количества рекламных плакатов с мультфильмами и надписями «Coming soon», «Big news» становится очевидно, что главное событие 2025 года в туристической сфере Турции – это открытие нового отеля Nickelodeon в честь известной во всем мире мультипликационной студии и детского телеканала. Буквально несколько дней назад отель принял первых 20 гостей, среди которых были и мы. Находится он в районе Кадрии, между Анталией и Белеком, примерно в 30 минутах езды от Анталийского аэропорта. Полное название отеля – Land of Legends Nickelodeon. И вместе с соседним Land of Legends Kingdom они представляют целый комплекс развлечений, самый большой в стране, а именно тематический парк с десятками аттракционов для детей всех возрастов, игровые автоматы, анимационные программы, шопинг-авеню, лазерное шоу, встречи с мультипликационными героями, шоу фонтанов и в летнее время аквапарк. Сразу у входа стол с мармеладом и шоколадом. В просторном ярком холле с видом на парк аттракционов лобби-бар. В данный момент Nickelodeon работает по системе Full Board Plus, то есть полный пансион с некоторыми напитками, что само по себе непривычно для турецких резортов, тем более в такой высокой ценовой категории. Например, Rixos Premium билет или Voyage билет с концепцией «Ультра все включено» стоит дешевле и сейчас, и в предстоящий летний сезон. Итак, новый отель представляет собой единое здание с гостевыми номерами разной тематики. На верхнем этаже оформление в стиле сериалов «Черепашки-ниндзя» и «Звездный путь». Этажи ниже посвящены персонажам из «Даша путешественница», «Губка Боб» и «Щенячий патруль». Не только номера, но и все холлы, бары, рестораны и даже туалетная комната настолько красочные, эффектные, веселые, что ваши дети точно не останутся равнодушными. Начнем с самого интересного. Это открытие новых аттракционов в парке развлечений «Земля легенд». Все они работают до 9 вечера, в отличие от всего остального парка, который закрывается в 5. Это очень здорово и удобно, особенно для гостей сети отелей Rixos, которых привозят в легенду. Часть новых каруселей под открытым небом скорее для малышей до 7 лет. А вот на участке под крышей бикини-ботом есть и вполне экстремальные, где и родители ахают. Например, это мельница. На первом прокате дочка голос сорвала, но потом уже попривыкли. Когда будете планировать поездку в парк, имейте в виду, что в рабочие дни посетителей намного меньше, никаких очередей, и можно несколько раз подряд, не выходя с аттракциона, кататься. В выходные уже другая ситуация, и это еще зима. Что же будет в высокий сезон? Игровые автоматы все экстра чардж, то есть за деньги. Ни в парке, ни в здании отеля бесплатных нет. У гостей Land Legends Kingdom в этом плане привилегия. В их корпусе есть автоматы без доплат, хотя сам отель более дешевый. Хочу в ближайшее время сделать сравнительное видео между Nickelodeon и Kingdom. Вдруг кто-то выбирает, в какой поехать. Напишите в комментариях, насколько актуальна такая тема. Еще одна фишка парка – это ростовые куклы и встречи с ними. Раньше, до открытия Nickelodeon, в «Земле легенд» были только Маша и Медведь, а теперь персонажей прибавилось. Малышня, понятное дело, в восторге, но я видела и девчонок-подростков лет 16-18 в татуировках, уж не знаю их национальность, которые пищали, обнимая мультяшного Патрика. Такая милота. И короткая инспекция по старым аттракционам. Покажем их подробнее в обзоре Land of Legends Kingdom.
Наша комната Deluxe 1209. Все номера в отеле расположены по 2 комнаты с общим коридором. Площадь каждой 55 квадратных метров. Если бронируете Deluxe Connection, то будет 2 спальни Deluxe. А если Suite, то с таким же общим коридором будут 1 спальня и 1 гостиная с диванами. Детские халаты все одного размера, как и детские тапочки. В каждой комнате гладильная доска и утюг. Сейф вместительный, туда поместился даже ноутбук. Нас поселили на этаже щенячий патруль, хотя дочка очень хотела черепашек-ниндзя, о чем мы попросили по приезду, зная, что всего 20 гостей в отеле. То есть в горячий сезон не стоит обещать детям заранее какой-то конкретный мультфильм, ведь при бронировании не прописано, какой тематики номер. В мини-баре капсульная кофемашина, а чайника нет. В холодильнике только безалкогольные напитки – кола, холодный чай, минеральная вода, молоко. Есть печенье и вафли. Прикроватные тумбочки необычные, ящик в ящике. Кровать либо 1 большая, либо 2 полутораспальные, плюс 2 дивана, которые не раскладываются и рассчитаны на детей ростом примерно до 140 сантиметров. Выключателями можно обозначить просьбу не беспокоить или просьбу убрать номер. Большая часть ковра почему-то постелена под кровать, а проход остается не покрыт, при том, что полы кафельные, холодные. Ванная комната разделена на 3 зоны, что удобно для большой семьи. Оформление соответствует тематике спальни. Моющие средства в диспенсерах. Есть гель для душа, шампунь, кондиционер для волос и крем для тела. Есть ступенька к раковине для малышей. В косметическом наборе мыло, мочалки, зубная паста и щетка, набор для бритья, ватные диски и ватные палочки, пилка для ногтей и шапочка для душа. Несколько нюансов по поводу душевой кабины. У нас протекал шланг, но это ерунда, сказали сотрудникам отеля, заменят. А вот то, что он изначально сделан некачественно, не впритык к стене, вряд ли будут исправлять. Если бы мне дома работники так сделали, заставила бы переделать. Все эти щели со временем засоряются и последствия в виде какой-нибудь плесени гарантированы. Но самое важное, что если, находясь в душевой кабине, вы плотно закроете стеклянную дверь так, чтобы вода не вытекала из душа, то открыть ее изнутри становится почти невозможно. Ручка на двери маленькая, за нее тянуть бесполезно. Это мы тоже показали сотрудникам, и они также не смогли изнутри открыться. Не знаю, как будут решать этот вопрос. Вид с балкона на парк аттракционов. За парком видна начинающаяся стройка. Нам сказали, что это будет 3-й отель при парке «Земля легенд». Питание в отеле отличное. Несмотря на то, что всего несколько семей отдыхают, все столы засервированы. А вот эти 3 наши любимые в желтых кабинках с видом на карусели. Смузи, детское питание и йогурты в ассортименте, сырная тарелка с огромным выбором, много зелени и овощей. Всегда 2 вида вкуснейших супов, в том числе на завтрак. Мед в сотах и свежее сливочное масло. А вот выбор оливок и маслин был только утром. На обед и ужин их не выставляли, что странно для Турции.
Помидорки черри красные, черные, желтые, брюссельская капуста, рыба отварная и на гриле, орехи, семечки, сухофрукты, варенье и джемы. Одних только каш с утра 6 видов, в том числе гречневая. Бюзлеме, луковые кольца, мороженое на обед и ужин. Напитки по меню можете посмотреть по QR-коду и оставлю ссылку в описании под видео. Есть импортный алкоголь, например, мартини. Это включено в стоимость концепции Full Board Plus, но только в основном ресторане во время обеда и ужина. А это еще один зал а-ля карт напротив основного ресторана. Он за доплату, и в нем можно заказать проведение праздника, например, отметить день рождения. На сцене в новой части парка проходят развлекательные мероприятия, а в отельном холле можно встретить мультяшных персонажей, мемов и аниматоров. В спа-центре только бани и сауны. Крытого бассейна в Nickelodeon нет, но он есть в Kingdom, и можно обратиться к сотрудникам на стойке регистрации, они подскажут, как туда попасть. Те бассейны, что под открытым небом с аквагорками и заявлены в описании отеля как подогреваемые, пока что не работают. Это детский клуб и расписание активити на всю неделю. Работает он с 10 утра до 10 вечера без перерывов. В барах на территории отеля только вода, чай и кофе включены в стоимость, за исключением лобби-бара. В нем можно заказать молочные коктейли, соки, газировки. Но любой алкоголь в любом баре только за доплату. Пока что так, возможно, будут изменения в концепции. В зависимости от количества дней проживания можно несколько раз посетить отель Rixos Premium Белег. Туда организован групповой трансфер с 13 до 16:30 дня. И там можно заказывать любые напитки из меню «Ультра все включено». А мы переезжаем из Nickelodeon в соседний Kingdom. И следующий обзор будет о нем. Если остались вопросы, пишите в комментариях.